21 мая 2023 года. Сильный ветер. Опять этот ветер. Эх. Костер разгорелся из углей. Вон как его раздувает. Пасмурно. Опять проблемы с зарядкой. Вот сейчас заряжаю самое необходимое: павербанк и фонарь. Сейчас что-нибудь поем, разогрею. У меня суп есть. Может, яйца сделаю. Картошки уже нет, кончилась картошка. Да, сейчас пожарю яйца на сковороде. Вот такой вот костерок из углей. Вчера горел костер. И остались угольки. Вот как ветер. Я уж боюсь, как бы ветром мне спальник в костер не снесло, не дай бог. Проволоку вчера нашел. Эх, ветер — это, конечно, большая неприятность. Сломался у меня блок питания для приемника, провод отошел, но это я починю. Непогода, а еще и дождь прогнозируется. В общем, все 24 удовольствия. Ну ничего, на то и поход, чтоб бороться со стихией. Мало осталось времени. Буду яйца готовить. Вот кевларовые перчатки. Очень полезная и нужная вещь для работы с дровами. Вот такие вот пеньки я принес, используя эти перчатки. Потому что просто руками или в каких-то тканевых можно не слабо об них покорябаться. Ну и вообще неудобно. Вот, а это как броня, по сути. Вот сейчас я заложил пеньки для длительного горения. Теперь этот костер будет гореть. Сосновые практически все прогорели. Ну, может, я еще один пенек сюда заложу. И это будет гореть весь день до вечера. А я ближе к ночи напилю еще 2 сосновые такие дубины, чтобы ночью был хороший жаркий костер. Вчера настолько был жаркий, что аж приблизиться было трудно. Лежал вот там вот на коврике, смотрел в небо. Видел, кстати, звезда упала, ну, метеор какой-то. Очень прикольно. Ну, пролетали там какие-то объекты, но, скорее всего, спутники. Не такие, не вызывающие подозрений на тему НЛО. Просто такие огоньки, равномерно движущиеся в одном направлении, не меняющие траектории. Пасмурно. И ветер весьма сильный. Не могу в Вершу поехать проверить, потому что там ветер, волны. А может, там лещ. Хотелось бы леща напоследок отведать. Вот такая вот погодка. Ветер бушует. Ветер — это большое зло для тех, у кого надувное плавсредство. Ну и вообще и на берегу тут страшновато. Деревья трещат, летят ветки с них, шишки.
Как бы что тяжелое не упало. Надеюсь, обойдется без этого. Ну, по прогнозу дождь. Не знаю, начнется, наверное. Прогноз у меня довольно точный. Редко когда ошибался. Ну, будет дождь. Спальник я уже посушил, так он особо не отсыревает. Хотя в палатке утром конденсат небольшой был. Все-таки ночью 6 было, довольно прохладно. Вот, поел яичницу с чесноком, с луком. Лук, кстати, уже портится. Почти весь испортился. Чеснок все лежит и лежит. Ну, суп у меня остался. Суп. Вот. Вот суп. Щи. Его поем, а потом, может, макароны сварю. Посмотрю, что-нибудь такое сделаю. Много сливочного масла у меня. Вот макароны хорошо со сливочным маслом, с луком, с чесноком. Ну, а выловится, если лечь, придется гречку открывать. По-моему, там еще у меня пачка гречки есть. Ух, как шарашит ветер. О, спиннинг только что упал. Вот так вот. На этот я мало ловил. На этот мало. На этот вот вчера окуня поймал. Любитель рыболов. Сейчас поймает окуня любитель рыболов. Вот и поймал я окуня. Ну, отпустил. То, что он один, куда его? Такой колючий. Я его снимал, когда он плавник распускал, пытался меня в руку уколоть. Боевой такой окунь очень был. Ну, ой, перчатка улетела, не дай бог в огонь. Она хоть и полиамидная, но все равно сгорит. Перчатки, в общем, эти офигенские. Вот радио, ну сейчас особо не послушаешь. А вчера я слушал опять концерт польской музыки. По 225 килогерц длинные волны. Ох, какой звук. Лежал в палатке, в темноте там, включил радио. И там песни. Ой, как хорошо. Такая музыка приятная. Я послушал немного, минут 15. Ну и чувствую, засыпаю. Выключил и спать. Что-то снилось, но что не помню. Да, сегодня суровая погодка. Очень суровая. Ветер, дождь. Порывы такие сильные были. Ну вот, все равно пеньки помогли гнилые. Поддерживали огонь. Вот сейчас я на них делаю чай. Уже один чайник вскипятил, сейчас второй. Поел супа своего картофельно-капустного. Ну, все нормально. Побрился, сейчас собираюсь стирать трусы и носки. Возможно, перчатки вот эти постираю, а то они грязноваты. Заряжается все плохо, потому что пасмурно. Ну вот, кстати, какие-то просветы начались. Вот такие там виды. Бушевало вообще озеро. Волны. Тут все разметало, вот эти вот камышовые, всякую тресту эту. Но, тем не менее, я изыскал момент, окно, так сказать, среди порывов. И сплавал я, значит, ну нет, конечно, не на острова, а сплавал я вот сюда вот недалеко. Проверил вершу свою, переставил ее в другое место. Опять 2 мелких леща. Но я их отпустил, потому что, ну, куда это мне? Ну, ни туда, ни сюда. Вот. Здесь наводил порядок в районе кострового места. Вон какое количество гвоздей. Тут просто немеренное количество гвоздей. Шурупов, бог знает, что еще.
Вот чаек заварил. Вот. Сейчас еще туда кипяточка подолью, потом схожу воды еще наберу. Затем цель будет поставлена пилить в лесу. Ну и вот трусы, носки тут лежат, тоже их надо постирать. Трубу пока убрал. Штативу ничего не будет от дождя. В 17:45 вроде дождь прогнозируется, а сейчас где-то 4:30, еще час есть без дождя. Ну, мне это что дождь? Главное, чтобы не было очень сильного ветра, а то здесь аж вот эти деревья наклонялись. Я думаю, ну сейчас что-нибудь упадет. Ну сейчас упадет. Вот, заряжаю от радио батареи и павербанк. Очень он разряжен сильно. Палатка прекрасно выдержала бурю. Вот почему пирамидальная палатка — это хорошая вещь. Она очень обтекаемая, и поэтому ветер не создает таких вот разрушающих усилий. Просто обтекает ее, вот видно как. И вот эти вот растяжки ее мощно держат. Это тут не знаю, надо какой силы ветер, чтобы порвало. Но это уже вместе с тканью, это уже какой-то сверхураган. Кстати, вот там вот на горизонте во время самого пика бури видел смерч. Ну, так мне кажется. Такие столбы темные, идущие вверх, которые двигались. Может, конечно, это дождь, но нет, ну узкие очень. Вот, я аж прям думаю, ну ничего себе. На Селигере бывает смерч, не редкость. Вот. Волны там, по волнам плавал. Ну, я думаю, что, недалеко я тут отплыву, ну уж как-нибудь. Проверить-то вершу надо, вдруг большой лещ. Я тогда поел бы его с удовольствием. Но нет, только 2 маленьких, которые к еде не пригодны. Ну как, пригодны, естественно, но, в общем, я их отпустил. Вот ландыши. Тоже их ветром всех пригнуло. Уже очень-очень многие собираются цвести. Вот, видны эти бутоны у них. Ой, у всех практически. Жаль, не увижу я цветов. Потому что завтра последний день. Последний день, и 23-го я уезжаю. А сегодня 21 мая 2023 года. Радио слушал. В палатке там засел во время самого дождя. Когда ветер был сильный, я не заходил в палатку. По причине того, что, ну, чтобы видеть, не упадет ли тут. В принципе, особо нечему падать на палатку, именно на палатку. Но кто его знает? Мало ли, любая из этих сосен может запросто сломаться. Сосны, они очень в этом плане непредсказуемые. Причем ломаются они не у земли, а где-то там посередине, наверху ломаются. Вот. Мачете вытащил. Возможно, сейчас он там гнилое бревно перерублю, вот это, чтобы тоже поддерживать огонь еще дальше. Возле лодки вот оно там лежит. Пилой не хочу поганить пилу, она влажная вся. Мачете разрублю и все. Нож точил сегодня, прям хорошо наточил, бреет только в путь, как хорошая бритва. Вот такие вот тут дела. Не хочет отпускать меня Селигер. Ну и правильно, в принципе. Эх, как бы я хотел остаться тут до конца лета. А может даже до октября. О, вот это было бы счастье. Ну так, время от времени бы продукты каким-то образом добывал. И жил бы, даже прямо вот здесь, никуда особо не перемещаясь. Тут все есть, родник есть, дрова есть, вид хороший есть. Вчера вечером я до глубокой ночи, ну до часа, наверное, не мог уйти в палатку, смотрел. Красота! Просто градиент невероятной красоты.
И все время меняются цвета, и вода в озере меняет цвета соответственно с цветом неба. А сейчас вот так вот, суровые тут такие облака, суровые, суровые. Хотя и просветы кое-где есть, вот. Ну, еще вчера посидел, посмотрел. Кручинился, что нет у меня устройства для того, чтобы это все заснять. Ну да ладно, главное, видел глазами. Это самое важное. Вот, сгорело много пеньков. Вот таких вот, я штуки 3 уже сжег, здоровенных. Ветер, они хоть и сырые, гнилые, но они все равно горят, вон видно. Горят они. И поддерживают огонь, потому что если бы я положил сухую сосну, она бы сгорела бы просто за 5 минут. Какая бы здоровая ни была. Поэтому вот когда ветер и непогода, лучше гнилые дрова и сырые туда класть. Они способны поддерживать огонь очень долго. А когда нужно будет, то можно и сухие положить. Сухие тут тоже есть, вон. Но я принципиально их не использую. Вот это вот там лежит. Я сам пилю, сам использую. А это другие люди напилили, мало ли, придут когда-нибудь. Вот. И тут и они остались дрова. Ой-ой-ой, чайник что ли упасть хочет? Не падать. О, солнце. Вот оно, солнышко-то наше. Радость наша. Пошел я по дрова, значит, ковырялся, и вдруг нашел вот такой гвоздь. Как я его увидел среди хвои, которая тоже коричневая. Старинный-престаринный. Может, еще при князьях тверских делано. Кто его знает? Вот такой гвоздь. Возьму с собой на память. Но это еще не все. Комары достают. Ой, чай вот пью. 6 часов вечера. Вот вытащил из воды тоже гнилую корягу. Одну пытался вытащить, упал. Хорошо успел сгруппироваться, а то бы спину бы повредил. Ой, комары бьют. Постирал вот тут вещи. Но самое интересное, что я нашел, это вообще... Похоже, это деталь от миномета времен войны. Вот оно. Как же он на резкости находится. Тут вот такое колесико. Видимо, тут наводилось что-то. Вот. Такое с насечками. Из какого-то металла такого не гниючего. А, я его сейчас сниму отсюда. Я повесил. Вот. Фу, комаров-то сколько. Ептит твою мать. Вот, короче, деталь. И это, похоже, ножка от миномета. Как ее раскорючило. Взрывом, видимо. Взрыв, наверное, был. Вот. А сюда, может, и попало что-то. Во, прям пробитие. Может быть, это пуля попала. Вот здесь, наверное, было основание. Вот она. Просто отошел недалеко в лес. Смотрю, валяется какая-то железяка. Поднял, на тебе. Скорее всего, это от миномета. Ну, может, еще что-то. Ну, я думаю, наиболее вероятно от него. Вот она. От небольшого миномета. Какой-нибудь там 40-миллиметрового, кто его знает. Вот такое вот чудо. Бои были тут. Я говорил уже, тут есть могила, захоронение. Но ходил, искал, не нашел, не нашел. Эх. Где-то около деревни. Вот такие-то тут места. Гвоздь древний, минометная деталь.
Есть о чем задуматься. Да, скорее всего, это пуля. Скорее всего, пуля вот так вот прошла. Может, и осколок какой-то. И прям видно, как это металл раскорежен весь, вот прям скрючено. Взрыв, наверное, был. Эх. Вот она. Вот часть треноги это от миномета. Наверное, там что-то вот крутили, наводили. Вот это вот колесико, оно не сгнило, оно из какого-то металла другого. Не стальное, а, ну, может, латунь какая-то. Ну, что-то такое, в общем. И тут вот видно части опоры станины, вот этой вот самой. Ну, где она там в землю упиралась. Взрыв был. А может, и осколки какие. Ну, в общем, что-то такое было. Других частей я там не видал, но я еще там пойду дрова пособираю. Может быть, там что-то найдется. Да, наводит на мысли все это определенное. А вид такой сейчас. Кукушка там кукует. Вот такой суровый вид. Ку-ку. Но это еще ничего. Это по сравнению с тем, что днем было штормование великое. Ох. Сейчас уже спокойствие такое наступило. Да, ножка миномета. Это ж надо. Но ее я, конечно, забирать с собой не буду. Тяжелая. Ну вот ее размер. Повешу тут, пусть висит на память. Я ведро тут установил. Я люблю такие всякие делать штуки. Валялось ведро, и вот теперь вот так будет висеть. Да, могилу-то я не нашел братскую. Ходил специально там, думал, найду. Может, какой знак стоит, памятник все-таки должен быть. Ничего. Может, деревянный был. Карта-то старая. После войны деревянный был знак. И со временем уже не стало его. А тут бои очень сильные были. Вот там вот в той стороне, вот там вот, ну вот в том направлении, там же Демянск. Там ужасные события были во время войны. Страшные дела были там. Зима 41-го, начало 42-го года. Вот так вот. Да, ну и денек сегодня. То ветер, то дождь. Вот решил макароны приготовить с лучком. Использую решетку для поддержания кастрюли и сковороды. Надо следить за луком, не то пригорит. Макароны я не ломаю никогда, считаю, что это глупая затея. И ни к чему так делать. Если хочется короткие макароны, надо купить короткие макароны. Вот. Просто в горячую воду их опускаю, они размягчаются. Ну и дальше понятно. Покрупнее порезал лучок. Ой, дым такой едкий. Там гнилое это лежит бревно. Я буду перемешивать сейчас макароны. Дождь сейчас был сильный. Ой.
И вот такое вот озеро с блестками такими. Удивительно, опять же. Вот так вот. Каждый раз тут какие-то новые виды. Ну и небо суровое. Иду за луком следить, уж небось сгорел. Да, подгорает, зараза. Этого нельзя допустить. Лука у меня очень мало. Макароны сейчас надо будет слегка помешать. А потом я их обжарю тоже на сковороде. Добавлю чеснока, как есть макароны такие, паста. Итальянцы любят, особенно мафиози, там всякие на Сицилии. Аглио и олио. Это значит с оливковым маслом и чесноком. Но оливкового масла у меня нет. Я его вообще редко ем. Чеснока, ну, есть определенное количество. Вот я буду с кукурузным маслом. Может, еще и сливочного прибавлю. Ох, надо его пока убрать отсюда. Пусть тут постоит, подумает. Вот, макароны. Тоже надо с ними что-то делать. Вот так. С помощью палочки я их достаю. Достаю, значит, я их и мешаю. О, как. Полпачки макарон примерно. Тут щебекинские. Такие макароны для простых людей нормальные. Не то, что там есть 500 рублей какие-то макароны там для успешных людей. Для простых людей такие сойдет. Конечно, не то, что как какие-то совсем уж там каждый день или еще там что-то. Это, ну, не то. А эти тверденькие спагетти, ну, даже итальянцы бы не отличили. Дай им такие макароны, особенно после 2 недель пребывания в таких условиях. Таких вот приблизительно. Да, повесил сушить, а тут дождь. Ну, что делать? Зато костер мощный. Вот 2 отпилил я. Вот эти вот. А она никакие спилы хорошие. О, как бензопилой все равно, даже еще лучше. И такая вот ноди получилась. Хоть с одной стороны можно греться, хоть с другой. Готовить там, ну, можно как бы. Вот пример того, как готовить. То, что варится можно, ну, жарится с большим трудом. Вот лук, в частности, сразу начинает подгорать. Компот еще у меня там недопитый. Ну, я, наверное, скоро уже допью его. Чай я заварил тоже на костре. Все что-то на костре тут. Печку даже не распаковывал в этом месте. Потому что тут дров очень много. Зачем печка? Тем более, что тут есть вон печка такая стационарная. Вот. Я ее оснастил посудой. Поставил сюда 2 чайника. Прокалил их сначала, чтобы они такой приличный вид имели. И вот эту кастрюлю, ее перевернул, чтобы вода там не скапливалась. Ну, чайники как перевернуть? Тем более вот этот дырявый, в нем, я думаю, не скопится. Вот, а внутри печки там лежит... Вот что там лежит. Растопка всякая, береста. Это на крайний случай. Может, кто придет, дождь будет, непогода. Даже перевернулись, допустим, люди где-то там на озере. Все продрогшие. Такие, уже потерявшие практически надежду на спасение. Вот дерево. Увидят печь. Откроют. Опа! А там внутри сухие веточки, береста. Даже масло вот здесь вот растительное было. Я его тоже туда убрал. В пищу оно, может, и непригодно, но для растопки сойдет. Можно его разжигать, им костер тоже в плохую погоду. Ну, конечно, надо знать как, но можно.
Ух, там, конечно, суровые виды. Опять начинается дождь. О, а макароны вот. Лук вот. Скоро будет еда. Сегодня ел с утра яйца, 3 штуки съел, без каких-либо добавок. Затем днем тарелочку супа съел. И сейчас что-то захотелось еще поесть. Холодно, наверное, потому что дождь. Так-то я 2 раза обычно ем. Но с другой стороны, сколько захочется, столько и ем. Вот костер. А там озеро. И там суровая туча такая висит. Надо на нее посмотреть, что это такое. Смерч видел, ну, мне так кажется. Не уверен я, но похоже на то. О. Вот такая там. Нависает. Зарядить толком ничего не удалось сегодня. Не знаю, может и разнесет. Может и разнесет. Вроде по прогнозу должен скоро он закончится, этот дождь. Здесь конструкция у меня висит. Такая вот ведро и вот эта ножка от миномета. Вроде говорят эксперты, что да, от миномета какого-то. Ссылал фотографии экспертам. Ух, суровая тучка. Ну ладно, что делать? Это лучше все равно, чем в Москве быть. Тут 100%. Палатка прекрасно себя показывает. И дождь, и ветер, все и нипочем. Пирамидальная палатка — это сила. Это само совершенство. Удобно, надежно, практично. На озере Штиль. Наконец-то. Хоть и небо пасмурное, но ни движения ветерка. Очень красивая вода, прям такого стального цвета. Все-таки удивительные цветовые тут решения. Вот так вот. Сейчас самый кайф плыть на лодке на моей. Но я сейчас никуда не поплыву. Смысла нет. Уже ловить поздно, а просто плыть куда-то зачем? Переночую и завтра уже поплыву. Не смог я все макароны эти съесть. Очень много чего-то. Полпачки, а много. Ой, вкусные. Ох, вкусные. Вот, немножко тут осталось. Потом, может, позже разогрею. Либо завтра с утра съем. Не знаю, как получится. Это все равно. Вода убывает, кстати, явно в озере. Может, проблема быть мне с груженной лодкой тут отправляться отсюда. Потому что здесь и гвозди, что тут только нет. Такая пристань самодельная. Видимо, летом вот туда аж уходит вода. Наверное, вот куда-то вот сюда, вон где деревья там. Ну, весной больше воды, естественно. Дымит костер. Думаю, может, еще одно бревно пойти отпилить. Но прям сразу после еды я этим не готов заниматься. Сейчас вот те вот сложу вместе. Сложу, тут все переформатирую костер. Буду сидеть, отдыхать. Много дел сделал сегодня. И рубил, и пилил, и таскал. В общем, мультиспорт. Никакого фитнеса не надо. Кстати, я тут похудел так
на мой взгляд, достаточно значительно. Чувствует по дырочкам на ремне. Ну и хорошо. Как бы все лишние, как сказать, составные части тела должны уходить. Оно должно усушиваться, как бы становиться жилистей, крепче. В этом и суть похода. В том числе, ну, такая физическая тренировка. Ну и чувствую, что мне как бы легче. Вот пеньки носил тяжеленные. Иду, несу, как будто это какая игрушка. А как только сюда приехал, этот пень нес, 7 потов сходило. Вот что значит тренировка. В этом и есть польза. Ну, небо, конечно, как всегда. Здесь какое бы оно ни было, оно всегда красиво. Поют птицы. Ну, комары есть, да. К сожалению. Ну, что поделаешь. Раньше я весной в такую пору не встречался с таким диким количеством комаров. Просто какое-то кошмарное количество. И они очень злые, прям налетают, сразу жалят такие. Кусают, облепляют. Ну, накомарник есть на этот случай. Применяю накомарник, когда совсем не вмоготу. Ну, а так, в принципе, ну, отмахнулся и дальше пошел. С ловлей рыбы тут, ну, так себе. Щук я тут ни одной не поймал, оку ни одного. Ну и на верш там поймал 5 съедобных лещей. И еще большое количество совсем мелких лещей, которые я отпустил в воду. Даже не считал их, сколько их там было. Неважно. Здесь вот в это место имеет смысл ехать с целью ловли лещей. Но это надо особым образом готовиться. Червей там заготавливать или какой-то корм там для них. Ну, не знаю. Специалисты по лещам есть. Донки там все ставят, эти резинки. Не знаю, как сейчас, может, и другие какие есть инструменты на леща. Лещ очень вкусный, естественно, вкуснее, чем щука. Но сам процесс лова леща, ну, не так интересен. Конечно, самая большая мечта — это поймать угря. Эх, в детстве я ел когда-то угрей. С картофельным пюре. Это очень вкусно было. Но это были далекие годы, 80-е годы. С тех пор, ну, один раз, по-моему, ел на каком-то мероприятии суши из угря. Вот и все. Но это тоже было, ну, несколько лет назад, лет 5, может, не знаю. Вот, в Сочи это было. И с тех пор больше угря я никогда не ел. Хотелось бы, конечно. Хотя да, угря я ел на Селигере в 90-е годы, когда только начал сюда ездить. А впервые я тут оказался в 94-м году. Вот в те годы, в 94-м, 95-м, ели угрей. Вот, вспомнилось, да, правда, было такое. Ловили угрей. Эх. Ну что мечтать об этом? В этот раз, естественно, никаких угрей мне не видать. Макароны вон, капуста с картошкой. И то хорошо. Ну или щи, щуки. Все равно хорошо. Эх. Ой, дымовуха.
Ой, наконец-то радио послушал немного. Ну что ж, можно сказать, это последняя ночь. Последняя полноценная ночь. Завтра уже самый последний день. Как там, что получится, трудно сказать. Ой, дым. Ой. Идет дым, ванизм. Костер. Вот с 6 числа, как я уехал из Москвы, не видел ни одного человека, находился в полном одиночестве. Ну и что об этом думаю? Я, в принципе, нормально переношу одиночество. Даже хорошо себя чувствую. Делаю, что мне необходимо, что мне нравится. Не делаю, что мне не нравится делать. По возможности. Когда хочу, ложусь спать, когда хочу, встаю. Готовлю себе еду, стираю одежду. Ой, кошмар, какая вонь. Это вот потому, что там сырое лежит, наверное. Летучие мыши, кстати, есть. Вот они свистят. В общем, самодостаточно здесь. Это место, ну, можно сказать, по какому-то чуду я обнаружил. Я плыл сюда от стоянки, вот там вот находящейся, против ветра сильного. Ты, может, раздуть его, что ли, немного? О. Против сильного ветра. Ой, господи, какой же дым. Вот. И думал, ну хотя бы до деревни доплыву, там остается километр где-то. И вдруг бросил взгляд на берег. Надо же. А тут какой-то вот прогал такой в камышах. Я приплыл и смотрю, тут великолепная стоянка. Потом стал изучать. Вот. Оказалось, тут есть родник. Это вообще очень круто. Нашлись какие-то удивительные артефакты, патроны. Очень много дров. Напилился в волю. О, вот так вот. Только так и возможно тут сидеть. Самый ванизм идет. Нет, пожалуй, наверное, пересяду. А то так ничего не получится хорошего. Ой, вот сюда переместился. Тут немножко легче дышится. Вот прям идет туда дым. Долгий поход, больше 2 недель. Но я считаю, что вот это место, оно просто уникальное по своей сути. Из-за родника, из-за вообще вот такой поляны здесь хорошей. Что оно безлюдное, что напротив хороший плес, огромный, без всяких там деревень с дискотеками. Много птиц видел. Сегодня, кстати, видел интересное дело, как птицы, 2 хищные птицы дрались в воздухе. Орлы, что ли, какие, я не знаю, большие.
А уж всяких цапель, там журавлей тоже видел немало. Хорошо здесь. Ну, в смысле рыбалки, так себе. Одного окуня на спиннинг поймал, лещей там всяких. Ну, что есть, то есть. Я, в общем, не ради этого. Не то, что какой-то прям фанат там рыбалки, как только вот мне подавай одну рыбалку. Нет. Основная цель — это отдых, физические тренировки, очищение организма от всей скверны, которая копится в городе. Ну, психологическая разгрузка такая, потому что все-таки стресс, постоянное вот это давление какое-то неприятное накапливается. А тут себя чувствуешь свободно, действительно свободно. Это очень важно. Нету ничего обязательного. Ну да, мне надо обязательно сделать костер, обязательно приготовить еду, обязательно постирать одежду, обязательно там почистить зубы. Но это такие вещи, которые я сам для себя решил, что они обязательны. Никто не заставляет меня это делать. Я не вынужден это делать. Я делаю это с радостью и удовольствием. Поэтому и так хорошо тут. Сегодня, конечно, пасмурный день. Плохо все зарядилось. Не знаю, насколько хватит мне этих батарей для радио. Но у меня там на всякий случай еще есть аккумулятор. Я, может, послушаю вечерком. Ну, как вечерком? Сейчас-то уже больше 10 вечера. Когда лягу спать, около там между 0 часом и часом я обычно ложусь. Лягу, послушаю длинные волны. 225 килогерц. Польское радио. Концерты там передают. Музыка. Ну, бывают и беседы какие-то там на польском языке. Да, вот единственное, что понятно, добрый вечер. А дальше жеши, пшиши. Ну, что я там разберу? Я не знаю польского языка. Понятно, что он схож как. Тоже славянский язык, все. Но не понимаю, что там говорят. А когда музыка играет, то и не важно. Там главная мелодия. А что удивительно, здесь очень чисто ловится это длинные волны. Да и средние тоже. Я вот кое-что слушаю там на средних волнах. Новости там всякие. Да. В городе это все очень плохо ловится, потому что там много очень помех. А здесь до... Вот, например, в деревне, в этой Хретени, в ней вообще электричества нет. Я мимо там проходил, когда в Волоховщину ходил. Нет там столбов, вообще нет электричества. То есть они не могут генерировать помехи. Кровотынь, но это 4,5 километра, и тоже какие там помехи. Ну, что-нибудь там. Холодильник у кого-нибудь работает, фонарь. Это не то, что в городе. Все, там много чего. Поэтому здесь эфир достаточно чистый. Это тоже одно из удовольствий. Вот я всем советую, рекомендую. Ну, особенно, когда одиночный поход. Ну, когда там группа, там, понятно, там не до радио. Там один что-то рассказывает, другой, да еще кто-нибудь на гитаре. Там, ну. А вот одиночный поход, радио очень важно. И его не заменить какими-то там цифровыми средствами, типа аудиокниги в телефоне, еще что-то. И это не то. Совершенно другой эффект. Во-первых, радио ты не знаешь, что ты поймаешь. И когда ты ловишь, это что-то такое абсолютно новое, ты не ожидаешь, какая музыка будет, что там будет такое. А если у тебя аудиокнига, ты знаешь, там, вот у тебя аудиокнига, там, не знаю, записана, не знаю, там, «Война и мир», или там еще что-то, «Таинственный остров».
Ну, кому что нравится. Может, какие-то там произведения другие. Это не важно. Но ты знаешь уже, что там будет. Включаешь, и вот, да даже если и музыка, там, знаешь, вот у тебя там Pink Floyd, там у тебя записан, я не знаю, или Doors там, или Цой, ну или еще там что, кому что нравится. Ты уже это слушал все 1000 раз и знаешь, что. А тут неожиданно можешь такую поймать музыку, сякую, какие-то китайские передачи там на русском языке, где они рассказывают, какие платья там у них в ходу, и как там, не знаю, готовят продукты там по китайскому методу. Например, вот интересная такая вещь, тоже китайское радио, слушал, там рассказали, откуда пельмени появились. Ведь пельмени это же китайское блюдо. Оказывается, ну и они всегда связаны с ухом, как бы. Оказывается, в древние времена в Северном Китае люди страдали от обморожения ушей. А эмпирическим путем было найдено, что те, кто едят говядину, они меньше страдают от таких обморожений. И вот один мудрый человек, который занимался врачеванием, придумал лекарственное блюдо. Сделать такой вот в форме уха продукт, содержащий говядину. И вот он из теста вылепил как бы ухо, а набил внутрь говядины. Вот так получились пельмени. Люди стали есть пельмени с бульоном там, ну, с жиром, со всеми делами, с приправами, и обморожение стало гораздо меньше. Вот как сказали по китайскому радио. Ну, оно и понятно, как бы человек наестся пельменей сытно, там с перцем, со всеми, ну, кровообращение интенсивное, вот, сила есть, бодрость и не обморозит уши. А голодный, когда, конечно. Я, кстати, в прошлом году здесь слегка обморозил уши себе. Ну, пельмени-то я не ем, в принципе, только рыбные. Эх, вот тоже думал сделать из щуки котлеты. Но как-то вот такая усталость, еще котлеты из них делать. Обжарил на сковороде и все, или потушил. Это вот если подольше, да. Я взял с собой столько блесен, всяких там приспособлений. И фактически ловил-то только на одну или две блесны. На воблер вот этот белый, да на вертушку, да на Вильямс. На Вильямс даже ничего не поймал, что удивительно. Ну ничего, может, когда-нибудь приеду еще. Ну вообще как-то вот в этом году я почувствовал, что Селигер уже, не знаю, как будто уже все. Хочется куда-то еще поехать. Ну, у меня была мысль вот поехать на Кольский, но все-таки вот такую пору весной, там еще снег, там холодно, потом еще просыпаются эти медведи, опасно. Летом очень много там комаров, мошки всякой. Осенью туда, да, хорошо ехать в конце августа, вот, ну, может быть, даже не только в конце, а вообще, когда вот морожка там уже, вот пересел сюда, здесь дым. Вот же закон подлости. Там, конечно, рыбалка более интересная. Ну, может, как-нибудь в другой раз. Много планов. Там, например, сплавиться по реке Куна. Мечтаю. Или по реке Воронье сплавиться на Кольском. Прям туда выплыть к Баренцеву морю, встать там на берегу и жить вот так вот недельку-другую. Но время нужно, время. А что будет? Может, уже скоро не до поездок будет, а какие-то другие будут проблемы. Эх, завершается поход. На душе как-то печально очень.
так быстро это все пролетело, хотя вроде я не тупил, не сидел на одном месте, перемещался. Но вот когда нашел эту стоянку, я понял, все, дальше я не поеду. Здесь мое место. Здесь какое-то очень счастливое место. И с родником, и с дровами, и с тишиной. Вот и остался здесь на несколько дней. А до этого несколько стоянок проехал там вот. На острове 2 дня постоял, потом на стоянке с мебелью побыл, потом еще на следующей там стоянке тоже со строениями. И потом приплыл сюда. Повезло мне. Ну, как будто сама судьба, само провидение указало путь сюда. Я даже не думал, не знал, плыть, не плыть, там остаться. Но все равно вот чувствовалось, что-то место не то какое-то, попсовое, вот не то. А вот здесь нет. Здесь настоящая магия. Здесь прямо вот чувствуется в воздухе какая-то благостная энергия. Но не объяснить это. Здесь как бы душой отдыхаешь. Здесь чувствуешь, что вот вливается что-то, какие-то силы приходят, которые так вот сейчас необходимы. Ну, по всем другим вопросам, с питанием все нормально. У меня остался рис, я его вообще не открывал. В основном гречку ел. Что я тут ел? Гречку, рис, макароны, картошку и капусту. Вот что я ел. Ну, это не считая рыбы. Сморчки ел. Ну, строчки точнее. Кстати, сморчок настоящий нашел. Я его посушил. И в качестве сувенира заберу с собой. Везу, конечно, с собой сувениры разные. Гильзы там. То все. На память. Дым. И такой канифольный он. Потому что сосна сухая. Пилы. Это просто великолепие. Сочетание силки и лучковой позволяет вот дрова эти заготавливать, все пилить, удобно, быстро, без напряга. Очень счастлив, что такие пилы есть. Мачете тоже очень полезная вещь. В общем, с этим инвентарем я не прогадал. Приемник вот этот новый тоже себя хорошо проявил. Ловит хорошо. Звук от него тоже ничего. Ой, кошмар. Опять дым этот. И... Вот. В общем, все так бы неплохо. Но жалко, что быстро все закончилось. Пролетело время, пролетело. Часто я думал, что и жизнь вот так. Вспоминал детство. Вспоминал разные моменты, печалился, плакал даже когда-то. Потому что большая часть хорошего осталась там. А сейчас как подумаешь, какая же жопа вообще творится. Что нас ждет. Ой. Никаких перспектив вообще хороших нету. Это так удручает. Что я еще не старый человек. Сколько там, 47 лет мне сейчас, да? Я понимаю, что мне предстоит, понимаю. И так обидно. Хочется еще пожить, хочется что-то, какие-то планы иметь. Я понимаю, что все это, в общем-то, скорее всего, не удастся. Вот это обидно, конечно, сильно. И вот этот вот, что поход завершается, тоже печально. Как представлю себе, как я вот приеду в Москву, вот там каждый день в метро ездить. Просто вот блевать тянет, вот честное слово. Так там гнусно. И люди мерзкие. Вот без, так сказать, всяких приукрас. Ну да, вот гадко там, гадко, блин.
ничего там нет светлого. Тут вынужденное, что там находиться, работать, все, да. Но что делать? Слава богу, повезло. Побыл здесь. Хоть немножко душой отдохнул, да. Много физически трудился, хорошо ел, пил чай, компот на родниковой воде. Буду вспоминать это потом долгое время. Как-то опираться на эти воспоминания, радоваться этому, когда будет совсем уж хреново. А это будет неизбежно. Ну да ладно. Завтра последний день, совсем последний день. И потом туда, в этот кошмар. Такова судьба. Elimde sazım, sen göklerde